Наконец, переходим к развитию темы об усилении нашей экипировки. На очереди зачарование. Что дает изучение этой профессии, есть ли смысл изучать ее чистому триалу или ветерану, какие чары популярны среди игроков 20 уровня, а также, что еще таит в себе это ремесло. И сегодня, как было видно из названия, мне поможет полностью осветить эту тему Тинтара. Яркая, светоносная дринейка, что на протяжении многих лет ведет группу во ВКонтакте, а также активно участвует в жизни триалов. Акал Хекта? Акион Кор. Зачарование, если кратко, то это процесс умножения характеристик персонажа. Это еще одна отличительная сторона между триалом и ветераном. Используете вы наследуемые предметы или ограничиваетесь лишь редкой экипировкой, опытные триалы знают, что зачарование это ровно 50% эффективности на 20 уровне. Выбранные с умом чары – это признак заинтересованности и продуманности экипировки. Прокачка, ПВП или походы по подземельям, зачарование облегчит жизнь кому угодно. Если на высоком уровне чары это лишь приятный бонус, то в мире триалов это одна из важных составляющих, чтобы стать отличным бойцом на поле боя. Данным видео я открываю рубрику, в которой мы будем охватывать все профессии со стороны стартовой и оплаченной версии World of Warcraft. Не будем откладывать и разберем профессию наложения чар, и какие чары являются популярнейшими для большинства игроков триального брикета. Для понимания принципа некоторых чар, напомню вам определение типа экипировки. Бое – Bind on Equip. Предмет становится персональным при надевании. Боб – становится персональным при получении. И Boa – Bind on Account – вещь, привязанная к учетной записи. Это важный пункт. В видео я буду отмечать эти типы вещей, ведь некоторые из чар наложить на нашем уровне попросту невозможно, но об этом позже. Вот вы создали и снарядили воина, которым намерены защищать честь своей фракции. Надеюсь, вы прислушались к моим советам по добыче экипировки. Не смотрели? Сверху подсказка, в описании, как и в конечной заставке, ссылка. Напомню в конце видео. Наложение чар еще распространено называть чантингом или энчантингом. Это навык, который позволяет улучшать предметы, такие как доспехи и оружие, добавляя параметры к характеристикам, которые оптимально подойдут под класс и специализацию персонажа. В качестве сырья выступают реагенты, добываемые путем распыления вещей зеленого или синего качества. Так что, получая экипировку из заданий, из подземелий или полей боя, не торопитесь их продавать или выбрасывать. Найти учителей наложения чар можно в Штормграде в чародейской школе Карделов и в лавке чародейских товаров Годана. Обучение стоит 10 медных монет. Чтобы прокачать наложение чар до доступного стартового 100 уровня навыка, мне понадобилось около 250 золотых монет и доступ к аукциону. Если же вы чистый триал, то все реагенты придется собирать самолично. Подземелья и ПВП поля боя – это самый быстрый способ получить редкую броню, а заданиями в открытом мире можно добыть предметы зеленого качества, которые понадобятся для распыления. А теперь поговорим о самих чарах. На экране вы видите таблицу доступных чар на пределе стартовой версии WoW. Обратите внимание, что не все ячейки экипировки доступны на этом типе учетной записи. Зачаровать вы сможете лишь наручи, нагрудник, плащ и двуручное оружие. Но не расстраивайтесь, досмотрите это видео до конца, и вы приятно удивитесь. Второй слайд посвящен триалам-ветеранам, тем, кто задумал изучить всю профессию до максимального навыка. Возрадуйтесь! Эти люди смогут зачарить больше доспехов для себя и других ветеранов с подпиской. Правда, я никогда не пойму и не поддержу ваше желание потратить один из слотов для профессий на зачарование, особенно если вы уже покупали подписку и у вас есть доступ к аукциону, месту, где возможно при достаточном количестве звонких блестящих золотых монет купить все доступные чары и даже больше. Самый легкий, но времязатратный путь усиления своих доспехов и характеристик – это отказаться от профессии наложения чар. Да-да, вы не ослышались. Отказавшись от нее, будучи триалом-ветераном во время активной подписки в игре, воспользуйтесь аукционом и окунитесь в поиск нужных вам чар. Это очень увлекательный процесс, когда пытаешься подобрать чары, исходя из своих приоритетов характеристик, а также учитывая уже собранные доспехи. Я лишь смогу предложить вам популярнейшие и даже для некоторых сильнейшие чары прямо сейчас. На экране все доступные ячейки экипировки для зачарования. Поговорим подробнее о них. Представленные на слайде чары продаются на аукционе. Почти все из них может сделать только персонаж высокого уровня. Но все чары скалируются, благодаря чему они подстраиваются под 20 уровень. При этом на полях боя они будут скалироваться под 29 уровень. У всех чар свои значения при скалировании. У некоторых изменений может не быть вовсе.
Все чары, которые незначительно повышают скорость передвижения, дают 10% прибавку к скорости бега, но только чары скорость суммируются с другими статами на скорость передвижения. Важно помнить про боа, боб и боа вещи, потому что чары на штаны из этого списка применимы только к боа и боа. Вещи, которые привязаны к учетной записи, боа, могут помочь зачаровать ваши персонажи, начиная с 85 уровня. Отправляете вещь по почте нужному персонажу, зачаровываете и отправляете обратно. Вещи, которые становятся персональными при надевании, боя, может помочь зачаровать любой надежный игрок с вашего сервера. Предлагаете обмен, передаете ему чары и вещь, он зачаровывает предмет и возвращает обратно. Плюсы боа вещей заключаются в том, что для них не имеет значения, на каком сервере находятся ваши персонажи, и даже не имеет значения фракции. Вы можете свободно отправлять их по почте. Фамильная экипировка – как раз пример доспеха, что привязан к вашей учетной записи. Закрывая данный слайд, важно напомнить, что зачаровывать экипировку следует во время активной подписки, так как любой обмен, аукцион и почта недоступны персонажам без подписки. Есть небольшой совет. Если вы зачаровались, но знаете, что позже вам может выпасть предмет лучше, то запаситесь чарами, чтобы в дальнейшем наложить их на новую экипировку. Хороший совет. Но помните, не все чары пригодны и дают себя использовать без активного игрового времени. Данный шаг имеет смысл, когда иных вариантов зачарования не предвидится. Славно, теперь у вас в руках есть целая карта, как и какие чары использовать. Особенно если знать, что это не все доступные чары, а также то, что информация из видео имеет право стать неактуальной, если разработчики решат что-то изменить. Как же быть тогда? Над постоянно обновляющимися данными трудятся некоторые триалы, в числе которых и состоит наша Тинтара. Так что ссылку на полную, даже не побоюсь этого слова, энциклопедию чар, а также на игровой блог «Таверна Позолоченная Роза» ВКонтакте я оставлю в описании к видео. А вишенкой на сегодняшнем торте будут вовсе не чары. Чистые триалы, ликуйте, вам доступно слабое волшебное масло, которое повышает интеллект на 2 единицы на 20 уровне, на 3, когда ваш персонаж скалирован до 29 уровня. Порадовались? Теперь грустите те из вас, кому интеллект не нужен, ведь чтобы выучить рецепт на слабое масло маны, который повышает универсальность на 2, нужен 150-й навык наложения чар. И небольшой анонс. В эту пятницу 6 декабря я собираю и Альянс, и Орду, чтобы отыскать часовой пояс на 20 уровне. Примите участие со мной в 16 часов по МСК. Обязательно будет стрим. Но помните, для получения пояса необходим BL. Но я принимаю всех желающих, пусть и цель вашего похода – это простое путешествие. Долгий процесс подбора и создания правильной экипировки, поиск максимально эффективных чар, а также зелий и эликсиров похож на настройку музыкального инструмента. Каждая нота в этой триальной мелодии доставит больше запоминающихся и ярких впечатлений от игры на 20 уровне. Мы – музыканты своего брикета. Выберите свой инструмент и присоединяйтесь к нашему триальному оркестру. Крайняя благодарность в создании видео моим спонсорам Waterlie, SoftAndroid, Mami S и Mr. Black. Постоянные опросы, мои арты, ранний доступ к видео и прочее только на этом сервисе спонсорских подписок. Если у вас есть желание помочь развитию проекта, приглашаю вас оценить другую сторону моего творчества. Ссылка будет в описании, вы могли этого не заметить.